я сейчас кринжанула, Господь мой бог. Короче, я была сейчас в бассейне на Лужниках, и рядом с соседними там шезлонгами парень склеил двух девчонок. И вот они лежат и болтают, ну, я слышу весь разговор, и в какой-то момент девочки такие: ой, наше время вышло, а там билет по абонементу остался больше, то за каждую минуту нужно доплачивать. И девчонки такие: ой, наше время подходит к концу, так что, типа, нам уже пора. И я начинаю собираться, и этот парень говорит: блин, девчонки, вы чё, там же можно на кассе, на выходе пересчитать и просто, типа, доплатить за дополнительные минуты. Ну, я думаю, что по логике он должен сказать: не парьтесь, я там доплачу, давайте посидим. И он говорит: при выходе просто доплатите, и все за то время, которое останетесь. Оставайтесь, еще поболтаем. Доплатите. При выходе доплатите за то время, которое останетесь. Девочки, мы как вообще в этой точке оказались? Я не знаю, когда я выходила замуж, мой муж звал меня к себе в спортзал и говорил: приходи ко мне, потренируемся вместе, я тебе куплю абонемент. А тут чувак склеил телок, и он не может заплатить, типа, там 15 минут стоит 70 рублей. Реально? Мы как в этой точке оказались, девочки, объясните мне. Да легко оказались в этой точке. Чего вы возмущаетесь вечно, я не знаю. А паренек, он же ж не ищет серьезных отношений. Поэтому он и не планирует в них вкладываться. И все. Нафиг оно ему надо. А тот, что твой муж, да, он просто увидел в тебе жену будущую, ну и вот он и вкладывался, платил тебе абонемент там и так далее. И то это ж произошло не просто сразу с первой встречи, это ж какое-то время вы там, не знаю, на свидание походили, он понял, что в целом можно начать тебя вкидываться, и все. А этот паренек, он просто хочет тройничок. Как-то так кажется, не более того. И, естественно, ему пофигу, и он не собирается за них как бы сразу платить, потому что он пока не поймет, получится у него или нет. Если бы он, я думаю, наверное, 100% знал бы, что будет тройничок, да он бы доплатил бы за дополнительные минуты. Всем доброе утро. Вчера выложила видео, что ищу мужа. Думала, проснусь замужем. Проснулась, но не замужем. А кто знает дальше, что делать надо. Профиль открыт. Всех, кого сама нашла, пролайкала. СМСки всем отправила. Какие дальнейшие действия, у меня фантазии не хватает. Только на вас рассчитываю. Подскажите, что делать? Да, это вообще такой бред, по моему мнению, и записывать вот какое-нибудь такое вот в Инстаграм видео, типа «я ищу мужа». Это все одно, что мужчины сейчас возьмут каждую камеру, и, кто именно хочет действительно серьезных там отношений, даже, наверное, если и не серьезных, возьмут и будут тоже записывать, типа «ищу жену». И якобы проснусь сразу женатым. Но нет же, это же, блин, сходить не за хлебом. Проснуться замужней невозможно. Это ж офигеть какая работа и трудно. Максимум, от чего можно проснуться на следующий день, когда подаешь видео, это когда просто до тебя подскочил тип, вы потыкались и все, на следующий день вместе проснулись. Ну, не замужем, это уж точно. Ну, короче, такое себе. Вы знаете, с возрастом начала замечать, что я нравлюсь все более молодым мужчинам. И это связано, наверное, не с тем, что я как-то выгляжу лучше, а с тем, что я зарабатывать стала больше, а молодые мужчины хотят не тратиться, наверное, на женщин. Да, но нет, при чем тут вообще это? Зарабатываешь ты больше, меньше, просто хотят засадить, не более того. Я вижу только это так, более молодые. Ну да, есть любители даже просто постарше, даже и отношения готовы начать с более старшей. Есть такое, это как все одно, что есть и там девушки хотят постарше, там, да, сразу мужчин прям, таких там, не знаю, 40 плюс или что-то. Так вот и тут, наверное, такое что-то. Постараюсь уложиться в минуту, чтобы вам дать ответ на самый распространенный вопрос в моем инстаграме. Рита, у тебя очень много подписчиков, неужели ты не можешь там найти нормального мужчину? Не могу. Я не могу определить нормального от... Они все пишут: привет, как дела, давай познакомимся, отправляют номера телефонов, предлагают встретиться. Как я должна определить, нормально это мужик? Ну вот как? Как? Подскажите мне, дайте совет. Такие умные, задаете мне такие умные вопросы, такой глупой девочке. Мои истории смотрят 40-45 тысяч людей. Они ставят лайки, огонечки. Как среди всего этого я должна понять, что он нормальный? Вот как? Лайфхак какой-нибудь есть? Чем страшнее, чем дурнее, тем они наглее. Вот честное слово. Просто. Там посмотришь и страшно становится. Как у этого человека вообще могла возникнуть идея, что он мне может быть интересен? Вот как? Вот как? У меня нет этому никаких абсолютно объяснений. Вы бы просто видели, кто пишет. Знаете, я лучше предпочту остаться голодной, чем я буду есть, что попало.
Хотелось, конечно, сказать, что с помойки, но не хочется оскорблять мужчин. На каждую кастрюльку найдется своя крышечка. Моя кастрюлька еще где-то далеко от меня. Я, конечно, хотела сделать как лучше. Ну, получилось только накидать говна на вентилятор. Директ я теперь не разберу еще неделю, наверное. Ой. Короче, какие критерии должны быть? Я 1,81 м. Хорошо, 1,80 м. Может, там стопталась на сантиметр, стерлась, блядь. Но если ты не 2-метровый бородатый шкаф, ну, 2-метровый, конечно, в кавычках, 2 метра это не принципиально, то нам с тобой не по пути. Ну, ничего я не могу сделать. Люблю я крупных бородатых мужчин. Ты можешь быть кудрявым, лысым, только без хвостика. Если ты понял, что речь идет о тебе, пожалуйста, отзовись. Мы должны с тобой встретиться. По-любому. По-любому. Ну вот как им кверху, вот же тебе пишут, номера тебе скидывают, предлагают встретиться. В чем проблема? Ну да, кроме что там нет бородатого шкафа, как она говорит в конце ролика. Если его нет, ну да. Бывает такое, если у нее вот свой фотопортрет, что мужчина должен выглядеть только так, а потом я готова узнать, какой он на самом деле там. Ну окей, ищи, да. А что, у нас бородачей мало, что ли? И тут же вопрос в чем, как она говорит, вот вы на что надеетесь, когда мне пишете? То есть уже, да, корона на голове чувствуется. А то же самое и с мужчинами. А на что ты надеешься, если ты увидишь бородатого какого-то там 2-метрового, как она говорит, шкафа, что ты ему будешь просто интересна. Потому что далеко не красавица. Ну, в моих глазах, как она и говорит, на каждую кастрюлю своя крышка. Вот действительно, что для кого-то она неземной красоты будет. Но для меня нет. Да и вообще, в целом, если бы я вот таких вот пару видео у нее увидел, даже если бы она под мой вкус была, я бы просто не стал общаться, потому что она так себя ведет, что уже, опять же, и так глупо судить по этому видео, потому что я не знаю, какой в жизни человек, потому что тут то, что человек эмоции выплеснул, не делает ее ужасным по жизни, потому что, ну, это невозможно определить по видео, что прям какой человек по минутному видео там или сколько там. Ну, в общем, одним словом, такое себе, да, поднакакало мужчинам в очередной раз, что вот не такие пишут. Ну вот, да, ну пишут же тебе. Не сидишь без внимания, вот и выбирай. Короче, я на море прошел вдоль берега, 13-14 мангалов. Знаете, что я заметил? Везде мужчины под надзором своих женщин суетятся вокруг этих мангалов и делают им мясо. Потому что в нашем обществе какой-то матриархат. А они, эти женщины, сидят и ждут, когда им это мясо сделают. Меня сюда вообще насильно привезли. Я вообще сюда не хотел ехать. Я хотел просто побыть дома, хотя бы 5 дней поспать. Мне никто не дал такую возможность. Меня привезли сюда насильно и заставляют ставить палатки, кухни, все вот эти мангалы, все это, разводить огонь, там, делать мясо. И это море нужно уже. Это не то море, которое было раньше. Раньше мы просто приезжали и бухали. Я даже, когда уезжал с моря, я даже не помнил, что я был на море. И это было весело. А сейчас все очень грустно. Да, ну то есть он тоже с женой приехал, которая, ну, ради которой он там оставит не только что ради нее, и ради себя тоже палатки, мангалы и так далее. Но так он, конечно, как в прикол как будто бы говорит, что лучше набухаться и забыться, да, чем вот так вот трезво сидеть. Он, наверное, поэтому ему и скучно то, что он привык бухать, когда он выезжает в отпуск такой вот на море куда-то. Естественно, ему казалось весело. Ну, я этого, понятно, не пойму. Если бы я прибухивал, наверное, бы я понимал. А так, тот, кто был в такой же ситуации, поймет, конечно. Представьте сейчас такими женскими запросами, насколько мужчина находится в стрессе. Они находятся в таком стрессе, что не знают, как найти себе нормальную женщину, которая полюбит их и будет в первую очередь смотреть на них как на человека, поскольку стали завышенные требования. А ты мне должен кучу букетов цветов, а ты мне должен это. А перед тем, как встречаться, женщина узнает, сколько он зарабатывает. Ага, много, мало. То есть мужчину уже оценивают как какой-то продукт. И он должен быть изначально готовым. Он не должен формироваться, да, по течению собственной жизни. Он должен быть готовый.
Почему женщины стали так рассуждать? Я не знаю, честно. Да, деньги важны, без них никуда. Сейчас без денег ты просто будешь бомжом на улице. Но тем не менее, почему женщины, которые сами порой не готовы к этой жизни и формируются всю жизнь, к мужчинам предъявляют такие огромные требования? Мне этого абсолютно не понять. Так уж, блин, вроде бы ей, кому, как говорят, кому, а ей должно быть понятно почему. Потому что она сама же, записывает рельсики, всякие такие вот видосики, в свой какой-то блог, и она должна понимать, откуда эта тенденция пошла. С того же места рилсы, тиктоки пошли вот эти психологини прорабатывать, промывать мозги. Ну и плюс вот эти сайты знакомств, вечный выбор, иллюзия вечного выбора, что вот-вот я найду лучше, нафиг мне этот нужен или нафиг мне это нужна. Ну, вот так и живем. Поэтому это современные реалии. Ну, поэтому тут они офигевают и требования какие-то выдвигают. Ну, а так насчет стресса, я, например, не в стрессе. Мне просто пофиг и все. Я другими задачами занят, когда я их даже решу, я сильно не парюсь. Ну, найдется, нет. Ну, то есть это не так, что я сижу там и действительно в стрессе, как быть, типа, дальше. Мужчина, что с вами происходит там? Что за купи-продай там? Это реально уже у меня такая больная тема. И я уже морально серьезно говорю, что я очень устала от этого, потому что это длится очень давно. И за это время вот так вот, чтобы кто-то залетел красиво, ну, это просто был там единица. Остальные, ну, я не осуждаю там девушек, кто этим занимается, правильно и делаете. Берите с них по максимуму. А то некоторые навешивают там одной, другой, третий. Красиво все, а потом пропадает. Но это сейчас я не про себя, просто вижу, что вокруг, что происходит. Даже на свободных отношениях можно же нормально подкатить. Познакомиться, это все и делать для своей девочки, и баловать свою девочку. Ты же потом эту всю энергию для себя берешь. Я такая пишу, ну что ты, что ты не обратишься-то куда нужно? А я не хочу. Ну, раз ты не хочешь, почему изначально подкатываешь, как будто ты туда обращаешься-то? Меня вот серьезно, давайте вы закончите с этим, и все, да, я увлекусь работой, просто не пейте мне мозги. Уже у меня такое отвращение становится просто неприятное, и все как по шаблону, блядь. Вам можешь курс какой-то открыть, как надо к девушкам относиться, как надо заботиться, как... Мужчина, ну вы не туда катитесь. Не туда катитесь. Женщины, девушки, но вы вообще не туда катитесь. То же самое, можно сказать. И это 100% тоже так. И да, поэтому такое себе сидит такая, да. Мне уже отвращение. Да кому не пофиг, отвращение у тебя или нет. Нам лично пофигу. Всем, я думаю. Вообще, каждому на другого человека пофиг. Ну, потому что у нас природа такая. Мы думаем только о себе. Природа такова. Сохранять только себя. Инстинкт самосохранения. Это в первую очередь. Так вот у нас по жизни есть. Поэтому на нее вообще тем более троекратно пофиг, что она там думает. Ну вот, да, такое есть, да, я знаю, что неинтересно идти сразу в публичный дом, потому что там тебе дадут сразу денег дал и все. А интересно именно какую-нибудь такую склеить, но действительно под предлогом, как будто бы она тоже в публичном доме работает. Но есть такое, что сходу уже начинают там про интим говорить, органы шлют. Ну, есть такое, это не искоренишь. То есть записав такой ролик, как она записала, ты этого не искоренишь. И то, что повозмущаешься, это ничего не поменяет. Такое у нас сейчас время, сайты знакомств. Чтобы этого избегать в интернете, не сиди просто там, где тебе это могут написать. Сайты эти знакомств и так далее, и так далее. И все. Надейся тогда, что в реале. Потому что в реале так мало кто осмелится, потому что, все-таки, мало ли, ты видишь человека вживую, не какая-то там картинка в интернете, и люди так стесняются, побаиваются, да и вообще могут быть последствия, чтобы так подкатывать. А в интернете, конечно, сейчас такое время. Пытаюсь брать Audi в кредит без стабильной работы. Я вообще этого не отрицаю. Я решила, что мне надоело ждать удачного момента, чтобы что-то сделать в своей жизни. Если она сломается, хорошо, будет стоять, пока я не заработаю на ремонт. Я буду работать на 3 работах, если понадобится, чтобы оплатить этот кредит. Но сумма, честно говоря, платежа там вообще минимальная, небольшая. 30 тысяч рублей – это полная хрень. Естественно, я буду стараться закрыть этот кредит быстрее. Я бы могла сесть
начать откладывать эти деньги, упахиваться на работе ради того, чтобы через 3 года, может быть, в лучшем случае купить себе эту машину, потому что все это время она будет дорожать. И в итоге, спустя 3 года с выгоранием, сесть, блядь, за руль этой Ауди и ничего не почувствовать, потому что я буду такая и уставшая, я лучше сейчас сяду за руль, я буду кайфовать и ездить на этой машине. Да и хрен с ней, что там будет. Ну, сломается она, да похер вообще, пусть она стоит, я буду зарабатывать деньги на ее ремонт, значит. Ну, если не получится, я ее продам, в конце концов, и закрою нахер этот кредит. Ну, я не знаю, что самое худшее может случиться. Она уйдет в утиль, и мне придется заплатить банку много денег. Это, блядь, страшно? Да это не страшно. Вот то, что происходит вокруг в мире сейчас, вот этого действительно стоит бояться. А не какого-то, блядь, кредита на 1 000 000 рублей. Ну, что такое 1 000 000 рублей вот в наше время? Это копейки. Ты на 1 000 000 рублей не купишь ровным счетом ничего. А машина каждый год будет стоить дороже. Ты уже через пару лет не факт, что сможешь себе позволить хотя бы старую Audi за 1 000 000 рублей. Так что, если вы хотите посмотреть, как продолжится моя жизнь, найду ли я работу, чем я буду платить за машину, и найду ли я вообще машину в такой бюджет, можете подписываться и следить, как дела пойдут дальше. Ну, в такой бюджет найти-то найдет. И Audi, и Бэх, и Мерсов полно, в принципе. Только вопрос в годе выпуска и в состоянии. Да, найти можно без проблем. За лям можно, в принципе, неплохо выцепить. Ну, смотря какой, опять же, говорю, да, каждому под вкус свой. Ну, а так, я сначала думал, она о новой машине говорит, что либо бы я 3 года копила, либо я сейчас возьму и кайфану. Ну, опять же, да, если взять рухлядь, если ей впихнут какие-нибудь перекупы фигню, ну, не кайфанет она. Может быть, чуть-чуть, а потом действительно она поставит и будет думать, как ее чинить. А если бы она, конечно, новую взяла, ну, там такой бы проблемы не было. То есть она бы там 5 лет ездила, наверное, как минимум, если бы не в такси там, и горе бы не знала, по идее. А БУ, ну да, но опять же, каждый решает сам. Да, в этом какая-то логика есть, что я лучше кайфану сейчас, если у меня финансовое положение именно позволяет взять ее, да, в кредит, там, туда-сюда, чем потом, когда я уже, да, там, задрачусь и накоплю. Ну окей, да, это вообще каждому свое. Может, опять пить начать? Моей маме 61 год. Вчера она была на дискотеке. Она постоянно ходит на дискотеке. Пришла домой в 12 часов. Сегодня встала в 6, пожарила блины и ушла на работу до 9 часов вечера. Мне 40. Я уже 5 лет не пью. Занимаюсь спортом, пью витамины, ложусь спать в 9:30. На дискотеке за последние 2 или 3 года я была вчера, когда забирала свою маму. И сегодня утром стала разбитая, вообще без энергии, потому что легла вчера поздно. Получается, что старость – это не когда тебе 61, а когда ты в 40 уговариваешь маму уйти с дискотеки, потому что ей завтра рано вставать. Может, опять пить начать? Хоть помолодею, может, не знаю. Ну, помолодеть-то точно не помолодеешь, потому что алкоголь никого не молодит, а только старит. Ну, это как ни крути, это яд для организма, и все это знают, кто даже изучал этот момент. Ну да ладно. Ну а так, ну да, вот так вот мама живет, ей пофиг. Это пытается за здоровьем там среди детей, не пофиг. Каждый вообще живет свою жизнь как хочет. И то, что она там за мамой бегает тебе на работу, ну это она сама себе просто нервы делает. Ну так по факту. Никто ж никому не обязан бегать, забирать свою мать, там, ой, тебе на работе, либо отца. Взрослые люди все, сами несут свою ответственность свою. Я тут сходила на свидание, и знаете, что я поняла? Вот классный мужчина, да, у него прекрасное мышление, классный бизнес, хорошо умеет зарабатывать, умный мужчина, но при этом у него абсолютно не присутствует навык настроить эмоциональный контакт с женщиной. А для нас, женщин, это супер важная вообще составляющая. Далеко не первый случай, да, когда все при мужчине, но вот этот навык знакомиться с женщиной, какие вопросы ей задавать, да, чтобы вот настроился этот контакт, у мужчины отсутствует. А вот думаю, может быть, дать пользу этому миру и написать список вопросов, да, там, для нас, женщин, чтобы настроилась та самая связь, которая нам нужна, женщина. Да, не-не-не, это все бред. Вообще всем пофиг на самом деле, по боку. На вот этот вот эмоциональный... Не, ну понятно, что там эмоциональная связь между партнерами должна быть, да, она будет. Но уж точно не на первом свидании, да и вообще и в общем. И мужчине тому, я уверен, пофиг. Мы совсем другие существа. Я говорю, мужчины, женщины, это, блин, как с разных планет. Мы разные, и опять же,
то, чтобы она написала бред там какой-то, она написала бы именно за себя. Как подкатывать конкретно к ней, что конкретно у нее спрашивать. Но это не работает на всех. Это как все одно, что выдать какую-то одну инструкцию для всех мужчин. Это не работать. Ну, работать это не будет никогда, так же, как и для них. Потому что мы все индивидуальные, разные. Да, где-то могут быть какие-то сходства, но конкретный подход к каждому человеку, он всегда будет индивидуальный. Сейчас с девочкой знакомой встретились, и что-то зашла речь. Ну, как обычно, что, как дела? Я, говорит, разводиться хочу. Я говорю, а что хочешь? Кого-то встретила уже? Она такая, да ну нет, по-любому найду кого-то лучше. Ну, на секундочку, мы ровесницы. То есть это аудитория 40+. И, девочки, что я вам хочу сказать? Я, конечно, ей озвучивать не стала, но, может быть, она сейчас мой этот рилсик увидит и задумается. Вы кого планируете найти, когда вам уже там, вот как мне, 40+ лет? Это какой такой бесхозный мужик сидит просто и ждет вас. Категория мужчин, которые не женились, не родили детей до 40 лет, очень подозрительная. Это сразу не стоит обращать внимания. Ну, что-то там не так, понимаете? Этого не случилось в его жизни по каким-то причинам. И мне кажется, не самым адекватным. Вторая категория мужчин – это женатики. Они всегда в поиске. Но это какая травма вас ожидает впереди, связывая свою жизнь и отношения с женатым мужчиной. Третья категория мужчин – это такие молочные, как я говорю, детеныши. Это молодые, но у них своя жизнь, у них свои перспективы, им нужны свои жены, свои дети и свое какое-то будущее. И это точно не с женщиной 40+. И что вам остается? Хрен да маленько. Включайте голову. Если вы хотите развестись, потому что вы устали от собственных отношений, от собственного мужчины, так вы должны вкусить эту жизнь и желать ее просто вот научиться ценить, наслаждаться ею без мужчины. Вот тогда надо разводиться. А один хрен поменять на другой не факт, что удастся. Скорее всего, даже нет. Или даже получится как-нибудь хуже. Я не исключаю тот маленький процент отношений, которые там Богом созданы, люди встречают друг друга. Но я уже в разводе 8 лет. Как-то вот оно что-то как-то вот по моему личному опыту, по опыту моих знакомых, каких-то связей удачливых, классных, душевных, о которых все мечтают, их мало. Поэтому женщины разводятся, чтобы просто выпорхнуть из брака, а не чтобы поменять одного мужчину на другого. Второй в этом случае не факт, что окажется лучше. А еще самое главное, я люблю красивых мужчин, ровесников красивых, честно, я встречаю мало. А точнее, я даже и не встречала. Вот. А следующий важный нюанс. Вас выберут, и вы должны выбрать. А вот тут для меня это просто, ну вот конкретно в моем случае, что я любила там 3 раза за всю свою жизнь. Сейчас что это случится? Ну, вероятность маленькая. Поэтому я очень спокойно люблю эту жизнь, наслаждаюсь ею в том формате, вот в каком есть. Но опять же, вернемся, да, к моему посылу. Не разводитесь, если вы хотите из одних отношений перетечь во вторые. Поэтому, возможно, придется потом на коленях ползти обратно и сказать: я такая дура была, прости меня, пожалуйста. А там могут уже не принять, не простить и... Ну, короче, 10 раз подумайте. Ну, как бы логика есть какая-то в ее словах, где-то местами да, где-то нет. Насчет того, что элементарно, если мужчине, допустим, там 40 лет, и у него нет детей, и это подозрительно, а что подозрительного? Также к девушкам, женщинам надо относиться. Ну, у женщин, да, у них, как правило, есть, конечно, у девушек нет детей, допустим. Как-то подозрительно относиться, да кто и узнает, как у него жизнь сложилась и почему так произошло, а вариант то, что просто человеку не хотелось, не катит, и у него не было подходящей, допустим, партнерши для этого, не катит такой вариант? По-моему, катит, адекватный вариант. Также могло быть и у девушки, мало ли какие ей там попадались, но она по каким-то причинам притягивала каких-то там чертей, которыми вообще детей никак. Ну и все, и вот у нее не получилось. Короче, тут просто надо глубинно разбираться во всех этих нюансах. Ну а то, что главный посыл, да, что не надо разводиться, если хочешь перетечь в другие отношения в надежде, что там будет лучше, ну да, нет, конечно, это сомнительно. Ну, при условии, что там у тебя не полный ад. А если у тебя полный ад в отношениях, то какого фига ты в них там долгосрочно находился? Потому что обычно это можно распознать там быстро, через полгода, год там где-то. Да, я понимаю, если люди маску носят там и 20 лет, потом особенно они показывают истинное лицо, когда ты с ними расстаешься. Бывают там и женщины истерят, и мужчины есть истерят. Всякое бывает, что уже там и полицию вызывают, и ну, в общем, всякий ужас бывает. Там с детьми война своя, ну, ужас бывает всякий, да.
Люди таковы, бывает всякое. Ну, в общем, а так, ну, где-то, я же говорю, где-то посыл нормальный, а где-то, в принципе, нет. Вот она 8 лет сидит, и все. Ну, мы не знаем, ищет она кого-то, нет, в целом-то понятно, пофигу абсолютно, ищет она кого-то или нет. Но при желании все можно найти, и душевного, если задаться этим вопросом. Потому что есть же и ходят, как говорится, по земле, и в той же у нас и в России полно, где под себя можно найти. Но просто еще мало кто хочет, наверное, это делать. Ну, короче, ладно, фиг с ним. И думаю, у меня классная улыбка, классные зубы, но это виниры, тут у меня как бы 2 миллиона во рту. Потом смотрю, вот я сейчас еду краситься, да, сейчас окрашивание, мне еще 30-ку выйдет. Вот если бы я не имела финансовой возможности красить волосы, выглядела бы как чушка. Это сделанные сиськи, еще 1,5 миллиона в моей груди. Живот, жопа, ногти, губы, кожа, это все, просто результат большого труда, потому что природа не дает женщине какой-то колоссальной красоты, ну, во всяком случае, не всех она одаривает. И вот реально есть просто женщины недофинансированные, и это как бы либо упущение ее мужчины, либо ее собственное. Ну, в моем случае, да, вот сама себе зарабатываю на все свои плюшки и радую себя. Вот скоро буду делать лицо, буду вообще соска. Ну, по мне, даже с деньгами такая полностью переделана, как какой-то трансформер, какой-то терминатор непонятно на самом деле, потому что не знаю, как у кого, но лично меня привлекает только естественная красота. Ну, я имею в виду, что своя базовая, где-то, если она там чуть-чуть сделала, допустим, там что-то с ресницами, там что-то там с бровями чуть-чуть, какие-то там ногти у них, там маникюр-педикюр, ну, такое, то есть в пределах такого разумного. Ну, как она говорит, грудь, там что-то с лицом будет ей резать, что-то еще там. Волосы, это, конечно, жесть, 30-ку, чтобы покрасить, у нее там волоснита той. Ну, если она живет в крупном городе, в принципе, да, там такие ценники. То эти там какие-то виниры, недофинансированно, говорит, есть. Так в этом-то и прикол. Мужчине какой резон? Вот он увидел, он смотрит на нее, она его не привлекает. И он такой думает, ну, я ее возьму, и в нее сейчас вкину лямы. Это как тюнинг, да, как машину. Берешь и думаешь, вот по приколу сейчас затюнингую, турбовый движок подкину, там обвесы, там спортивные тормоза, там подвеска спортивная и так далее, коробка, сейчас все, будет огонь. То есть с такой колокольни мыслить, ну такое себе. Не знаю, я не видел на своем веку пока что, чтобы мужчину, который такой, да, это нормальная идея, я возьму вот такую, которая меня не привлекает, и вкинусь в нее, и будет окей, как она говорит, недофинансированная мужчиной. Нафиг это кому надо? Мне бы это не надо было. Естественно, мы, мужчины, все, я думаю, по природе, да, вроде как, ну, короче, не суть, да, все визуалы. То есть мы смотрим на женский объект, если она нам сразу автоматически нравится, мы уже в голове ее прокрутили, в каких позах мы ее там отымели, и насколько нам это приемлемо, хочется ли нам этого конкретно с ней, когда мы смотрим на нее. Да, все, мы готовы с такой контактировать. А чтобы она, если имеет в виду какую-нибудь такую сразу взял, которая тебя не привлекает, и все. Ну, а так, это что же оно видно, особенно если ты, может быть, с первого взгляда и не увидишь, но чуть ближе познакомишься, ты же узнаешь, что тут у тебя сделано там, там переделано. Я же говорю, трансформеры. Меня такое, например, не прикалывает. Но она считает, что если так трансформироваться, то она будет очень привлекательна там чуть ли не до каждого мужчины. Я вот смотрю, девчонки после 30 бегают по косметологам, записываются на пилатес, покупают крема с кислотами, воду пьют по расписанию. А с мужчинами что? Мужчины после 30 просто сдаются. Живот висит, из носа с ушей торчат какие-то кусты, зато он девушке в комментарии сидит, пишет, попу надо бы подкачать, целлюлит видно. Ты серьезно? У тебя пупок уже 3 года в пол смотрит, а тебя пахнет пивом и несбывшимися мечтами. Но почему-то чужая жопа тебя волнует больше, чем своя. Я не хейтер, я просто напоминаю, джентльмены, после 30 сходить в душ и одеть чистую футболку, этого недостаточно. Нужно хоть немножко, хоть чуть-чуть, хоть иногда заниматься своим телом. У меня все. Да всем пофигу в целом. Живет каждый как хочет, абсолютно. Вот у нее такое видимость, да, такая, что вот она вот так как-то может быть, хотя я не сказал бы с первого взгляда, что она бешено за собой следит. Опять же, да, по первому, там, по такому короткому видео 100% непонятно. Но
Сама фишка, что да не всем же это надо. Кто-то хочет, вот попивасик подтягивает и так далее. Особенно с куча историй, когда хоть он может быть и с пузиком, и пивом, а на него липнут какие-нибудь модели, ну просто на деньги они клюют, понятное дело. Да и кому-то и такие нравятся. Просто действительно, как в предыдущих там видео, что на каждую кастрюльку своя крышка. И такой будет нравиться. И найдется, и я уверен, какая-нибудь может и спортивная быть, которая нравится вот такой вот с пузиком и с волосами там в носу и в ушах. Наверное, ну, я думаю, что есть такое. Так же и как есть наоборот. Видел я такие претенденты, когда худой мужчина, и ему нравится прям такая, прям довольно полная. Ну, на каждую найдется. Но она выразила просто, понятно, свою хотелку, что она хотела бы вот так вот, и она хочет тоже какого-нибудь там спортивного, подтянутого. Ну окей, кто ей запрещает. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях, и всем пока.